Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Мы видим твою слабость, Чонгук, и очень тебя понимаем. Девятое место. Когда ты в самом деле нашел своего человека, нужда в социальных сетях исчезает, и страх, что кто-то залезет в твой телефон, тоже, вы понимаете. Когда твой возлюбленный рядом, действительно возникает желание уделять больше внимания ему, чем телефону. Это чувство близости и эмоциональной связи делает момент более значимым. Вместо пролистывания новостей или общения в соцсетях, люди предпочитают наслаждаться общением, смотреть в глаза друг другу, делиться впечатлениями. В такие моменты телефон кажется Чонгуку и Тэхёну лишним, и это прекрасно. Это показывает, что отношения становятся приоритетом, и желание быть рядом с любимым человеком преобладает над цифровыми отвлечениями. Такие мгновения создают воспоминания, которые остаются с нами надолго и укрепляют связь между партнерами. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Когда появилось это видео, на котором Тэхён играет с Бами, владельцы доберманов отметили, что у вас с собакой должна быть очень тесная связь, чтобы она позволила делать такие вещи. Бами даже вернулся, чтобы сесть на колени Тэхёна. Тэхён сказал: «Я растил Бама, когда он был маленьким». Если даже самые близкие друзья Тэхёна, Вуга, поддерживают отношения Чонгука и Тэхёна, то кто вам сказал, что кого-то из этих двоих волнует чье-либо еще мнение? Хейтеры слишком много о себе думают. Они такие одинаковые. Седьмое место. Я тут подумал о том, что не хочу представлять, как Тэхён смотрит так на Чонгука при других обстоятельствах, но представил. Думаю, почему бы вас не озадачить тем же.
Шестое место. Поведение пары. Эхён заносит напитки. Чангук говорит, какие красивые тут официанты. Все, что они делают, это флирт. 여기 서빙이 되게 잘생겼네요. 혹시 연애? Пятое место. Чангук, как всегда, хвастается, что знает все о своем Тэхёне. Ходячая это энциклопедия. Чангук сказал, разве это не кепка, которую Тэхён всегда носит? Четвертое место. Забота. Я все еще где-то здесь, где Чангук залез наверх лишь потому, что его Тэхёну было страшно прыгать. Третье место. Новости. Филиппинские поклонники Чангука в партнерстве с Красным Крестом в честь празднования дня рождения Чангука провели кампанию по сдаче донорской крови Bloodletting Drive, которая прошла в Parcel Logistics and Multipurpose Center, Пунг. Доноры крови – герои. Я хотел бы поблагодарить организаторов этого мероприятия и всех фанатов BTS за то, что они присоединились к нам в спасении жизни, сказал председатель и генеральный директор центра Дик Гордон. Это событие является доказательством того, что фандом способствует позитивным изменениям в мире. ARMY смогли собрать 143 единицы крови. С момента своего создания в 2022 году в рамках этого проекта по спасению жизней было собрано в общей сложности 401 единицы крови. ARMY творят добро. Все верно, просто Чангук и Тэхён, которые сравнивают бургеры по критерию секси или нет, листаем дальше. Нашли почти все горячительные напитки, которые были на шоу, приготовлено их было предостаточно. Все напитки не являются чем-то необычным, они продаются свободно по всей Корее. Джани Волкер Blue Label, Джек Савиньон Блан по-русски, Текила Хаса Куэрво Голд, яблочный виски Джек Дэниэлс Теннесси, ликер Ягермейстер, Бомбей Сапфир, Лондон, Драй Джин Фиорди Лайм. Тэхён предпочитает вино, и поскольку он сказал, что выпил несколько порций текилы на вечеринке Чангука, у них здесь тоже есть текила. Для Чангука 2 вида виски – обычное и сладкое. Остальные напитки хороши для коктейлей. Этот бро опять забыл, что Чангук его детка. Тэхён и Чангук внесли пожертвования в фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий Mirror Foundation в Бангкоке. В Таиланде произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Число жертв стихии достигло 366 человек, пострадали миллионы людей. Чангук – главный фанат Slow Dancing Тэхёна.
Брюки клеш были созданы для Тэхёна, это факт. Реакция Чангука на простой коктейль. На личный аккаунт Тэхёна поступают массовые жалобы от антифанатов. Причина этих действий не ясна, но кажется, что анти приняли решение заблокировать аккаунт Тэхёна таким способом. В данный момент комьюнити ARMY в Твиттере собирают информацию по этому вопросу. Если антифанатам все-таки удастся заблокировать аккаунт Тэхёна, так как неизвестно, как отреагируют и соцсети на массовые жалобы, ARMY напишут определенные алгоритмы, как противодействовать этому. На данный момент вы можете со своих аккаунтов пролайкать непролайканные посты в Аки Тэхёна и сохранить в избранные его посты. Чангук сказал: «Не думаю, что я когда-либо протягивал кому-то руку первым». Также Чангук: «Тэхён всегда будет единственным исключением в его жизни». Я настаиваю на том, что нам необходимо вспомнить вот этого Тэхёна прямо сейчас. Фото в качестве есть, но там отбелена кожа. Комарик Тэхён. Юнги Навевас. Привет, это Юнги. Я смиренно хочу еще раз принести всем свои искренние извинения. Мои глубочайшие извинения за то, что разочаровал и ранил фанатов и всех, кто любил и поддерживал меня из-за моих неправомерных действий. Я забыл об ответственности и не смог отплатить за любовь, которую получил соответствующим поведением, и совершил существенную ошибку. Ночью 6 августа я совершил ошибку, катаясь на электросамокате по тротуару после употребления спиртного. Кроме того, я приношу извинения за то, что вызвал путаницу первым обращением с извинениями, которые я поспешно опубликовал 7 числа. Мне следовало подумать и действовать более осмотрительно, но я этого не сделал. Во всем виноват я. Моя беспечность создала трудности для всех, кто заботится обо мне. Я приложу усилия, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Этот инцидент нанес значительный ущерб драгоценным воспоминаниям, которые я создал с участниками и поклонниками, и я опозорил имя BTS. Я чувствую неописуемую вину и страдания за то, что причинил вред участникам и команде. Мне жаль участников, которые всегда доверяли мне, а теперь из-за меня им приходится проходить через трудные времена. Я также полностью понимаю разочарование, которое испытывают фанаты, которые поддерживали и болели за меня.
Я не чувствую ничего, кроме вины перед фанатами, которые всегда давали мне больше любви, чем я заслуживаю. Я знаю, что никакие слова не могут исцелить боль и разочарования, которые чувствуют фанаты, поэтому я глубоко сожалею и размышляю о своих действиях каждый день с тяжелым сердцем. Еще раз искренне извиняюсь перед фанатами, которые пострадали из-за меня. Я полностью приму любые последствия, включая дисциплинарные меры и критику. Наконец, я еще раз склоняю голову и искренне извиняюсь за то, что вызвал публичные споры и разочаровал так много людей. Выступая на шоу Summer Swag 2024, Сай исполнил ZZ и поблагодарил Юнги. Я благодарен Юнги за то, что он написал эту песню и исполнил ее вместе со мной. Уверен, Сай знает о всем происходящем вокруг нашего маэстро и оказал ему поддержку. Спасибо. Джин тогда не подался на уговоры, поэтому Тэхён пошел к тому, кто точно не откажет. Я не могу забыть этот день. Его желание трогать бойфренда везде. На персональные аккаунты 6 участников BTS Чангук удалил свой аккаунт, начали поступать жалобы от антифанатов. В текущей ситуации крайне важно сохранять единство внутри сообщества ARMY. Каждое ваше действие, каждая поддержка аккаунтов участников группы имеет значение. Не забудьте пролайкать все посты, которые еще не оценили. Так вы увеличите видимость их контента и продемонстрируете преданность нашим любимым артистам. Сохранение публикаций в избранное также является важным для поддержания активности аккаунтов. Пока антифанаты пытаются разрушить позитивную атмосферу, мы, как ARMY, должны сосредоточиться на поддержке и защите личного пространства участников. Ваша активная позиция в социальных сетях может помочь противодействовать атакам антифанатов. Не забывайте, что каждый из вас важен, и ваши действия могут оказать значительное влияние. Кроме того, при обращении в поддержку не стесняйтесь упоминать о действиях антифанатов, ведь ваша информация о том, что аккаунты участников группы являются объектом целенаправленных атак, может стать решающей. Все вместе мы сможем преодолеть это испытание и защитить наших ребят. Дико красивые хищники. Что они творят? Когда парни только дебютировали как группа, они общались с фанатами с помощью Дом Кэфи, платформа, на которой зарегистрирован каждый участник и имеет свою иконку.
Если ты долго не заходишь, твой персонаж спит, как только ты появляешься онлайн, он просыпается. Так вот, судя по скрину, Хосок, Юнги, Джин и Тэхён решили вспомнить молодость и заходили в чат. Ну или это сделал кто-то, кто имеет доступ к их аккаунтам. По реакции Чангука можно понять, как сильно вкусно ему. Его агрессивное счастье от вкусной пищи умиляет меня. Чангук указан в Google в разделе «Главные поп-музыканты» наряду с Бруно Марс, Джастином Бибером, The Weeknd, Гарри Стайлсом, Чарли Путом и другими. Смеюсь с этого момента. Чангук после долгих ожиданий наконец дожидается того, что Тэхён приходит. И чтобы заинтересовать и заманить его, решает показать перформанс, причем перед этим пальцем указывает на него. Тэхён досматривает шоу и просто уходит. Лицо Чангука в этот момент. И тут я вспомнил слова Тэхёна. Чангук дуется, если не обращать на него внимания. Полицейский участок, за которым числилось дело Юнги, объявил о том, что расследование завершено. После запроса полиции в Министерство инфраструктуры и транспорта касаемо того, что номерной знак не был прикреплен к электросамокату, был получен ответ. Изначально он не подлежал прикреплению. Это означает, что транспортному средству, используемому Юнги, не нужны номерные знаки. Официального заявления от компании еще не было. Пока Чангук разрешает, посмотри. Репортер Поп Шок недавно во время стрима прокомментировал ситуацию с BTS. Хотя международные фанаты безоговорочно поддерживают BTS уже более 10 лет, некоторые корейцы осмеливаются критиковать группу. Я уверен, что пользователи сети, нападающие на BTS, никогда не покупали их альбомы и не слушали их музыку. Я верю, что настоящие фанаты BTS никогда не будут критиковать участников, несмотря ни на что. Как кореец, я согласен с международными фанатами, которые утверждают, что корейцы не заслуживают BTS. Честно говоря, я думаю, что международные фанаты больше любят BTS, чем корейские. Слушайте, критики, я предлагаю участникам BTS рассмотреть возможность переезда в США после военной службы, если вы продолжите нападать на группу. Как можно быть таким шикарным? Юнджин – участница Ле Серафим, Софи – участница недавно дебютировавшей женской группы Кацае, и Миха – участница филиппинской группы Бини, демонстрируют свою любовь и восхищение Тэхёном. Тэхён смотрел на щеночков, а Чангук – на парня со щенячьими глазками.
Обновление Hype Merch в Твиттере. Официальный мерч к выставке Чангука Golden The Moments. Этот мужчина в дэнс-лайне не просто так. Посмотрите на эти плавные движения. Нам всем необходимо посмотреть на фото Чангука с выпускного. Твое касание еще долго фантомно горело у меня на щеке. Японский ресторан Хачи в Чеджу, который участники посетили в эпизоде Are You Sure, поделился подробностями об их визите. Мы до сих пор помним, какая была влажность и атмосфера в тот день. Ребята из BTS, как и положено молодым парням, были полны энергии, излучали здоровье и отличались исключительной вежливостью. Для нас большая честь, что именно в Хачи Чангук впервые попробовал амакасе. Тэхён со своим остроумием и шутками здорово помог нашему шеф-повару, который в тот день очень нервничал. В самом начале мы с женой управляли Хачи вдвоем. В те трудные времена песни BTS были для нас настоящей поддержкой. Иногда моя жена говорила, что мечтает увидеть ребят из BTS у нас в Хачи. Может быть, наша энергия была такой сильной, что дошла до них. Это разница. Кафе в Сеуле. Мероприятие для фанатов в честь дня рождения Чангука. Но он же попросил по-хорошему. Его рука на талии, а мы на коленях. Второе место. Это так интимно. Вот смотрел видео и как-то еще держался, но в конце меня настигло то самое напряжение между ними, и мне теперь не хватает кислорода.
Первое место. Я так сильно смеюсь. Чангук такой влюбленный парень. Он увеличил зум, чтобы заснять своего бойфренда на камеру. Это видео сейчас пользуется огромной популярностью, и люди пишут, что они раскрыли намерения Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.